Деревня Бубаницы, затерянная в Тверских лесах, на первый взгляд кажется обычной русской деревней. Бревенчатые избы, дым из трубы, сугробы до крыш. Только вот известна она далеко за пределами Тверской области. Известна благодаря тому необычному делу, которым занимаются ее жители. Начинается все каждый год примерно в одно и то же время, в конце января, начале февраля, с того момента, когда в Бубаницах появляются новые жильцы. Едет, вон. Ну, это медвежонок из Смоленской области, границы Тверской области. Значит, медведицу пугнули лесорубы, трактор тащил деревья и выскочил медведица. Вот там обнаружили одного медвежонка. Самец. Хороший самец, крупный. Ну, по рассказам очевидцев, был один. То есть, вот, хотя чаще бывает два медвежонка, в общем-то, рождается, это был один. Ну, такой крупный довольно. Хороший, глаза уже открыты, ему месяц. В возрасте 1 месяца он сейчас уже. Вот такие дела. Началось все в 1990 году и довольно случайно. Валентин Сергеевич Пажетнов с супругой Светланой Ивановной, сотрудники Центрально-лесного заповедника, приехали в Бубаницы, чтобы наблюдать за поведением медведей на заселенной людьми территории. Однажды к ним приехали охотники, убившие медведицу, и оставили коробку с медвежатами. Мы им сначала говорили, так вы, может, в зоопарк куда-то отвезите их. Они говорят, ну, какой там зоопарк, мы местные, в общем, и все. Оставили коробочку и уехали. Вот. Они такие малюсенькие были, им где-то полкилограмма весом. Мы с Валентином просто не знали, как быть, и у нас ничего, ни соски не было, вообще ни бутылочек, ну, ничего у нас такого не было. Главной задачей, которую поставили перед собой биологи, было не просто вырастить медвежат, но сделать так, чтобы они остались полноценными зверьми, готовыми к жизни в дикой природе. До Пажетновых этим никто не занимался. Методику Валентин Сергеевич разрабатывал сам, год за годом, учась на своих ошибках. А для первых медвежат эксперимент закончился, увы, трагически. Крепкая клетка, выполнена из, скажем так, вот решет грохотов с горно-обогатительного комбината. Это стальная проволока очень крепкая, которая была скреплена в углах 10-миллиметровыми болтами. Была разрушена, болты эти лопнуты. Медведь вытащил медвежат из этой клетки, убил и бросил. Этим медведем оказался, как потом уже мы его обозвали, бродяга. Вот его след. Зверь, который только что, буквально, накануне сошелся с медведицей. В это время у них начинался гон, начинались свадьбы. Это след этой медведицы. Первая неудача только подстегнула ученых. В Бубаницах возник центр реабилитации медвежат-сирот. Вначале Валентин Сергеевич с женой все делали сами. После к ним на помощь переехал их сын Сергей Валентинович. А материальную поддержку проекта со временем взял на себя Международный фонд защиты животных.
Привезенного ночью медвежонка уже назвали Велесом в честь языческого бога славян. А пока этот грозный хозяин леса весит чуть больше 1,5 килограмм и живет в деревянном ящике. Деревня Бубаницы расположена живописно, на холмах, в окружении густых лесов, вдалеке от проезжих дорог. В деревне живут только ученые-биологи. Для людей, занимающихся природой, место просто идеальное. Прямо возле обочины дороги парочка снегирей исследует прошлогоднюю траву. Дятел затолкал в расщелину телеграфного столба сосновую шишку, чтобы удобнее было распотрошить ее. Зимой многие птицы прилетают к человеческому жилью в надежде чем-нибудь покормиться. Окружающие земли теперь заселены мало, что тоже является хорошим условием для выращивания здесь медвежат, да и края вокруг, можно сказать, медвежьи. Леса такие дремучие, словно находишься не в центре России, между двух столиц, а далеко в Сибири. Для охраны этого леса был создан Центральный лесной заповедник, директором которого Валентин Сергеевич Пажетнов одно время был. С инспекторами охраны природы углубимся в чащу Тверской тайги. Зимний лес тих, но вовсе не безжизнен. Он исчерчен следами зверей. Проскакала между деревьями белка. Здесь пробежал молодой лесной хорек. Животное, очевидно, было ослаблено. Перебежав через дорогу, хорь вспрыгнул на сугроб, но вскарабкаться не сумел. Пришлось ему обойти крутой участок. А эту дорожку пробороздил куда более тяжелый зверь – лось. Точнее, это лосиха. Зима для зверей – время сурового испытания. Мороз, глубокий снег, голод, бесконечные ночи. И все это приходится терпеть на протяжении 5 месяцев. Медведь хорошо устроился спать в такую пору. Медведица даже рожает в берлоге. Происходит это обычно в середине января. Медвежата появляются крохотными, полкилограмма весом. Одних в зимнем лесу их ждет верная гибель. Остаться одни они могут по нескольким причинам. Бывает, что медведицу кто-то случайно вспугивает. Лесорубы пройдут рядом или крупный зверь хрустнет веткой. В это время у нее материнский инстинкт еще слабо развит. Она спасается бегством, бросая медвежат. Иногда семья становится жертвой зимней охоты на берлоге. Особенно жестокой, потому что собаки чуют лучше берлогу как раз медведицы с детенышами, чем одинокого медведя. Спасенный лесорубами Велес уже присоединился к 2 самочкам – Наде и Ноте, привезенным из Нижегородской области. Кормят малышей коровьим молоком, и при переходе на новую пищу у них нередко бывают проблемы с желудком. При медвежатах разговаривать запрещено, чтобы звери не привыкали к голосам людей.
На руках не должно быть голых участков кожи, иначе медвежата примут их за сосок матери и начнут тыкаться ртом, запоминая запах. Пребывание медвежат в центре состоит из нескольких этапов, но сейчас их главная задача – выжить, подрасти и набрать вес. Поэтому мы расстаемся с ними до весны. К середине апреля лес уже в основном освобождается от снега. На прогретых участках появляются первоцветы. Тайга Тверской области в основном еловая. Под пологом деревьев яркая зелень мхов, которая делает лес нарядным в любую пору. Леса эти никогда не вырубались. Девственная тайга в самом центре России. Настоящая глухомань. Вероятно, спасли ее многочисленные болота, по которым проехать невозможно. Весной болото становится центром лесной жизни. На них вытаивает прошлогодняя клюква и брусника. По своим вкусовым качествам она нисколько не уступает осенней. Полакомиться ей собираются птицы, уже прилетающие из южных стран, а также встающие из берлог медведи. Болота играют колоссальную роль в фильтрации и концентрации влаги. Здесь, на Валдайской возвышенности, берут начало такие великие реки, как Волга, Днепр, Западная Двина. Их питают многочисленные ручейки, речки, начинающиеся в здешних топях. Пришла весна и в Бубанице. Без снега тут все иначе. День семьи Пажетновых, как и день любых деревенских жителей, начинается рано. Но у Светланы Ивановны к заботам по хозяйству, к кормлению обычных домашних животных добавляется еще забота о крупных хищниках. Медвежата, которых теперь уже 5, выросли и живут в отдельном домике, заменяющем им берлогу. Едят уже не из соски, но очень неаккуратно. Сегодня в их жизни произойдет важное событие. В апреле, когда медведи в дикой природе выходят из берлоги, медвежат переносят в лесной вольер. Находится вольер на расстоянии около километра от деревни. Внутри него тоже стоит домик, в котором медвежата могут спрятаться. Ведь и медведица никогда сразу не уводит детей от берлоги. В домике своих собратьев встречают 2 медвежат, которых принесли сюда днем раньше.
Для вновь прибывших здесь все непривычно. Новое помещение, незнакомые лесные запахи. Чтобы они освоились, с испугу не убежали, на первую ночь дверь в их новый дом запирают. День начинается с криков такующих на болотах глухарей. Утром еще морозно, на траве изморозь, но настроение уже весеннее. Лес, прозрачный воздух, оттаившие, уводящие вдаль проселочные дороги. У Пажетновых уже снова кипит работа. Для медвежат готовится их любимая смесь на основе молока и овса. Хоть они и переехали в лес, 3 раза в день их необходимо кормить. Порядочно километров биологам приходится нахаживать в это время. За ночь новоселы сильно проголодались. При кормлении можно хорошо заметить, как отличаются характеры медвежат. Один спокоен, уверен в себе и уж точно свою миску никому не уступит. Другой чем-то недоволен, кричит, жалуется, заглядывает в чужие тарелки. А ведь характер определяет поведение медведя на всю его жизнь. Медвежата теперь в особенности не должны видеть посторонних людей, кроме Пажетновых, которых они воспринимают как родителей. Поэтому оператора просят покинуть вольер и наблюдать за медвежатами со смотровой вышки. Методика Валентина Сергеевича Пажетнова основана на подтвержденной уже многими его наблюдениями уверенности, что главную роль во взрослении медвежат играет не то, чему они учатся от матери, а врожденный инстинкт. Сейчас медвежата впервые оказались в лесу, и можно подглядеть, как они будут себя вести. Осваиваются в природе они быстро, принюхиваются, пробуют на вкус. Но зелени на этом участке нет, а прошлогодние листья оказываются несъедобными. Интерес к ветке не случайен. Видно, что медвежонок пытается занести ее в избушку. Так проявляется строительный инстинкт. Осенью медвежата сами, без посторонней помощи, будут строить себе берлогу. Один из важнейших – инстинкт лазания. Медвежата в случае опасности спасаются, забираясь на деревья. Вначале у них ничего не получалось. Но прошло буквально 2 часа, и среди них появились отменные древолазы. Совершенно не задумываясь о важности момента, медвежата, похоже, просто наслаждаются погожим весенним днем. Балуются, дерутся. Впрочем, это тоже важнейший процесс – социальная адаптация. Взрослые медведи – одиночки, но начинается их жизнь в коллективе.
Медвежата по взаимным симпатиям разбиваются на группы. И не обязательно, что внутри окажутся родные братья и сестры. Именно этими группами ученые и будут выпускать медвежат в лес. Вместе они лягут в берлогу и проведут еще следующий год. В центре реабилитации у зверьков есть возможность самим выбрать себе компанию. Возможно, кому-то этого не удастся. Так и останется одиночкой. Время от времени медвежата, словно напуганные кем-то, бежали и прятались в свой дом. В вольере мы заметили свежие следы когтей более крупного медведя. Как объяснил Сергей Валентинович, по вольеру ходят двое прошлогодних медвежат. Они перезимовали около избушки, а теперь не уходят, хотя вольер со стороны леса открыт. Для малышей они не опасны, но их присутствие все же не является нормальным. Важнейший инстинкт, который должен проявиться у медвежат, боязнь человека и всего, что с ним связано. Это, пожалуй, главный экзамен, который они должны сдать перед выходом в дикую природу. Бывали в практике пажитновых случаи, что медвежат в самостоятельную жизнь не выпускали. За все время нашей работы таких медвежат было 6. И мы их определили в разные совершенно места. Вот в Орловском Полесье 2 медвежонка наших есть. Теперь в одном из хозяйств нас попросили в Тверской области. Ну, то есть это медвежат, которых нельзя было выпускать. Они у нас были здесь в передержке до возраста 2,5 лет. То есть они ложились здесь в берлогу. Один раз ложились, второй раз, но все равно остались. У них осталась индифферентная реакция на человека. То есть человек для них как бы есть, как бы нет. Но это до тех пор, пока это медвежонок. Эти медвежата, во всяком случае, людей боятся. Возможно, когда в лесах появится больше корма, они уйдут и начнут вести свою медвежью жизнь. Но сама эта ситуация говорит о том, что работа центра до сих пор является экспериментом. Природа не любит повторений и всегда ставит новые задачи. В этой школе человек не учитель. Это было бы преступлением чему-то учить медведей или медвежат. Вот то, что они сами чему обучатся, то, что они сами сумели для себя открыть, это их жизнь. Прошло еще 5 месяцев. Сейчас середина сентября. В это время происходит важнейшее для медвежат и для пажитновых событие. Зверей будут выпускать в дикую природу. Какие-то из них останутся в здешних лесах, кого-то отвезут в тот район, где их подобрали. Медвежата уже большие, сильные и готовы оказать сопротивление, поэтому вначале нужно их усыпить. На призыв Сергея Валентиновича откликнулись 3. Другие, видимо, бродят уже вдалеке от вольера. Одному из медвежат введен укол. Скоро снотворное начало действовать.
Наблюдение за медведями не заканчивается с выпуском его из центра реабилитации. Каждому на ухо вешается метка, некоторым радиомаячки. Перевозить в клетке по кривым проселочным дорогам спящего зверя нельзя, он может повредиться, поэтому вводится антидот. Теперь нужно внимательно ждать, чтобы зверь проснулся, но еще не успел опомниться. Обычно выпускают по 2-3 медвежат, но этот попал к Пажетновым один. Группу ему подобрать не удалось. Не компанейским по характеру оказался, слишком задирист. Привезли его из Смоленской области, поэтому туда же и возвратят. Он навсегда покидает Бубницы. Осенний лес полон хозяйственных хлопот. Сейчас все живое готовится к долгой зиме. Ни одного дня потерять нельзя. Поэтому медвежат и выпускают в это время, чтобы они освоились, выбрали место для берлоги. А главное, на многочисленных ягодниках накопили запасы жира, необходимые, чтобы дожить до весны. В России обитает 120 тысяч бурых медведей. Это больше, чем половина медведей, обитающих во всем мире. То есть этот зверь у нас в стране не нуждается в охране. Возникает вопрос, а нужно ли тогда подбирать медвежат-сирот и выпускать их в дикую природу? Этот вопрос сразу становится праздным, когда видишь этих малышей, которым по вине людей грозила гибель или жизнь в неволе. За 20 лет существования Центра реабилитации в дикую природу, если считать и этот год, было выпущено 162 медвежонка.